Дорогие друзья, меня зовут Степан Путила, я лечащий врач престарелых диктаторов в уникальной психиатрической клинике, которая была построена крепкими хозяйственниками в далеком 94-м году. У моих пациентов расстройство культа личности, искаженная картина реальности. Мы пока оставим пациентов наедине с собой и посмотрим, о чем они там будут говорить. Я одинокий бродяга любви Казанова, эдакий любовник, усатый герой, сердцеед. Саша, угадай. Независимая республика, входящая в состав России. На «Х» начинается 3 буквы. Так у тебя все такие. ХНР, Саша. Историю Херсона, историю каждого твоего города Беларуси нужно было учить. Зачем? Чтоб я не отжал его у тебя, Саша. Вот скажу, что Брест – русский город. Придумаю ему историю, а тебе нечем будет ответить. Зачем отвечать? Я чуток подожду. Ты из Бреста, как из Херсона, сбежишь. Это стратегия. Суворов, Екатерина, отстань. Вот только такой спорт у тебя в стране скоро и останется. А мне спорт не нужен. Главное, чтобы не пил никто. Или пили все одинаково, чтобы выдать это за национальную идентичность. Гимнастикой бы тебе заняться. Я пробовал, но она только рожает и рожает. Никакого спорта. Доброе утро, это вам уже не пригодится длительное время. Как ваши дела? А он у меня Брест отобрать хочет. Гимнастикой угрожает. Говорит, историю придумаю, Брест отожму. А я тебе сам знаешь, какую историю придумаю? Закачаешься. Про то, как я тракторы разогнал на 300 километров в день. Брест – исконно русский город. Сам отдашь. Вот подумай. Брестская крепость, Брестский торт, Брестский Кремль. Когда это такое было? Во времена Брестского русского казачества. Не помню такого. Вот тут вся и проблема, что ты историю не помнишь, а я помню. Отдавай давай. Брест тебе не бутерброд. Об истории спорим, начальник. Я не начальник, я ваш лечащий врач. История — это отлично, но вот эту зоновскую мишуру давайте убирать. А я думаю, куда весь мякиш из столовой пропадает? Давайте сегодня поговорим о вашей странной тяге выдумывать в истории новые факты. То, чего не было, и заставлять всех верить в это. Я хочу задать вам несколько вопросов для продолжения нашей терапии. Но перед этим, есть ли вопросы у вас? Есть. Сколько пальцев? 4. Я сейчас покажу. 2. И все мои. Вот мы и определили первое, с чем будем бороться. Я б с радостью отдал бремя власти. Пусть кто-то другой управляет всем. Да, а еще вы же говорите, кто же, если не я? Или в такое опасное время? Или исторически сложилось? Это раздвоение личности, биполярное расстройство? Никаких расстройств. Люди расстраиваются, когда у них что-то есть. А когда ничего нет, жить проще. Просто отдайте все нам. А мы вам как-то это объясним. А на что вы готовы ради этой власти? Готовы переписывать историю для этого? Довольно просто. Взять известный всем исторический пример, немного его адаптировать и переложить на современные реалии. Все, отбойный молоток пропаганды готов. Вот вы и взяли успешный пример с нацистами и лепите его куда придется. Как можно было украинского президента, вероятно, с еврейской кровью назвать нацистом? Как можно было взять нацистские символы себе на одежду, технику, на все, скопировать фашистский маркетинг, а историю перевернуть? Я долго думал об этом здесь. Наверное, я ошибался. Врете? Ну, естественно, доктор, я стараюсь не терять хватку. Да, а вот вы, к примеру, почему не отдаете свой трон? Вас давно уже никто не считает президентом. А кому же я его доверю? Некому. Да и где ж я буду сидеть? В Лефортово. И постоянно вы пытаетесь друг друга подставить. Вот вы кого за собой таскаете постоянно? Я же просил посетителей приходить в строго отведенные часы. Это я и мой телефон. Мне не нужны часы, чтобы сделать репортаж. У меня есть телефон и я, журналистика. Журналист. Да, мой господин. Что он тут делает? Вы же из другого крыла. Да, только там шайтаны руки связывают. Я и мой телефон не можем видеть друг друга. Хорошо, если вы не будете мешать нашей терапии никому в этой комнате. Иногда мешает, но я присваиваю ему очередное звание, и он успокаивается. Володя, а можно и мне очередное? Я так в полковниках засиделся. Хорошо, теперь ты генерал-лейтенант. Раньше ж верховным главнокомандующим был, как я теперь.
Кстати, а как вам удалось поменять идеологию чеченца так сильно, что даже вот он называет себя русским? Я и так русский, Дон. Аллах все видит, Дон. Даже чеченец может быть русским, если его в этом убедить. Есть еще одно, о чем мне интересно спросить. Почему вы боитесь подпускать людей близко? А вдруг они шпионы из Литвы? Они могут посягнуть на мое. На аквадискотеку? Ким, у тебя вообще власть по наследству переходит. У меня хоть выборы есть. Так и у меня есть. Вы все это делаете, но каждый по-своему. Так исторически сложилось. Я как историк вам говорю. Для вас история — это инструмент. Вы меняете историю не потому, что вам это нужно, а потому что можете себе позволить. Наслаждаетесь этим, как человек, который поджег дом и наслаждается своей властью над огнем. И тут целая куча комплексов, очень много работы. Но давайте тут по порядку. На что жалуемся? Доктор, мне неудобно сидеть. Так сядьте на один стул. Ага, но сразу меня куда-то отшвыривает. Может, это потому, что вы все еще пытаетесь подружиться с Европой, хоть и понимаете, что это бесполезно? Да заднюю он дает. Я ж просил без этой зоновской или ФСБшной риторики. Прости, начальник, то есть доктор, но это часть меня. Вот и вторая проблема. Вы все еще живете КГБшным прошлым, и оно в вас доминирует. Я против этого гейского всякого. И я. А это для собаки. У вас нет собаки. Это не мешает мне о ней мечтать. Ким, где ваша карта прививок? Карта? На что жалуемся? Доктор, мне кажется, у меня очень специальный рак. Вы в психушке, а не в онкологии. Я думаю, пора начинать специальную операцию. Я думаю, пора начинать принимать препараты, что я вам прописал. Мне кажется, вы мнительный человек, вы часто говорите, что вас хотят обидеть, обмануть. Не хочу, Дон, конечно, обидеть, Дон. Но это правда. Вы даже не показываете, что у вас в чемоданчике, Дон. Может, у вас там, Дон, пистолет, Дон. Как пистолет, Дон, по-английски, Дон. Мой отец боролся с фашизмом так сильно, что я поехал даже жить в Германию, а потом вернулся в Россию и принес весь этот фашизм с собой. И теперь побеждаю его в России. А, как говорится, не можешь победить – возглавь. Это хорошо, что вы уже начинаете признавать свои ошибки. Значит, не зря мы тут собрались. Интересно, вы получаете удовольствие от того, что люди верят в предложенную вами альтернативную сторону истории? К терапии. Давайте поиграем. В какую игру вы любите играть? Я выборы люблю. И я тоже. Но нам демократия не нужна. У нас другая палата. Но у нас ничего не получается. Ведь у нас у каждого по 80% как минимум. А у Кима вообще 100. Как мы наберем 260% избирателей в палате, чтобы каждый получил свое? Давайте я нарисую. То, что вы умеете рисовать цифры, это уже давно ни для кого не секрет. Но это не значит, что люди вас поддерживают. Вы никогда за время своей работы никак не поменялись в лучшую сторону. Ну, почему же? Может, вы не способны меняться? Помните песню «Перемен требуют наши сердца»? Не надо ее тут петь. Вот поменялись, так пойдет. Только не нужно петь. О, уже хоть какой-то сюрреализм. Давайте разберемся, что вас вдохновляет. Запах берез. Так, хорошо. Запах горелых берез. Ясно. Меня вдохновляет вот он. Он всю страну закрыл. Никто не выйдет. Все в кулаке. Я пытался. Но они все в Грузию, в Казахстан, в Беларусь, кстати. А что я? Я их всех тебе отдал обратно. Забирайте, нам чужого не надо. Ну так вот, я границы закрыл, они просачиваются. Я мобилизацию, они косые, больные все. Я их без денег оставил, они нарулили бусики и золото. А Ким, он мощь. Он сказал, никто никуда не выйдет и никто никуда. Он сказал, радуйтесь и плачьте вместе со мной. Они стараются. Вот это лидер. У него ведь даже чемпионат мира свой, для своих, где они всегда выигрывают. Там уже и не совсем понятно, что это, футбол или водное поло. А это смотря на каком стадионе играть. Вот-вот. Меня вдохновляют выставки. Вот что его вдохновляет. Это не мое, это для собаки. Я видел твою собаку. Нет. Ну ладно, давайте поиграем в ассоциации. Я показываю картинку, а вы говорите, с чем она ассоциируется.
Дом. Партия. Красный значит стой. Дом. Дом. Закатки у меня там. Шойгу после отставки. Машенька Захарова. Мобилизация в Красноярском крае. Лёша Наваленный. Это Собчак? Я не знаю этого человека. Что это? Тракторные войска нацистов охотятся на танки. Я вам очень много могу рассказать про эту вещь. Город на Неве и на море – Санкт-Петербург. Курск? А поднимите. Не нужно поднимать. Она утонула. Ну, видите, какие вы. Давайте будем пробовать исправляться. Ладно, нацисты умерли. Почти все. Может, я сохранил парочку, но так, для себя. Чтобы было на кого ориентироваться. А княжество Литовское не всегда хочет на нас напасть. Да и Польша тоже. Но я пока не знаю, как перестать видеть их врагами. Они ж вон прям за границей стоят, смотрят зло. Хотят Брест оттяпать. Нужно было хоть раз вывести своих к морю. Молодцы, я рад, что наши занятия наконец-то начали помогать. Работы тут много, но вы ведь правда уже начинаете понимать потихоньку, что ваше время уходит, что даже ваши попытки угнаться за этим временем ни к чему не приведут, и чем дальше, тем худшее место вы займете на свалке истории. До встречи в нашей клинике. Pum 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 pum